Как увеличить скорость чтения ребенка в 2 раза всего за 30 минут в день? Сегодня я дам вам комплекс из простых 5 упражнений, по которым занимаются ученики в моей школе скорочтения. Занимаясь по этому видео, вы увеличите скорость чтения ребенка в 2-3 раза всего за 2 недели, а также улучшите память, внимание и мышление ребенка в целом. Помимо комплекса упражнений, в этом видео я дам тест, благодаря которому вы сможете измерить скорость чтения вашего ребенка сегодня, ну и по результатам занятий через 2 недели. А в конце видео я также расскажу об одном неправильном упражнении, которому учит, наверное, каждый родитель и которое является огромной ошибкой в обучении ребенка чтению. И прежде чем мы перейдем к упражнениям, давайте проведем тест и узнаем скорость чтения вашего ребенка. Ссылку на прохождение теста я разместила в описании к этому видео. После прохождения теста, который займет у вас буквально 5 минут, сравните результаты вот с этими нормативами. Именно с такой скоростью должен читать ваш ребенок к определенному возрасту. Обязательно оставляйте комментарий, какую скорость чтения показал ваш ребенок сегодня. Напишите его возраст и результат. И теперь, когда мы знаем, сколько слов в минуту должен читать ребенок, мы переходим с вами к упражнениям. Для первых 3 упражнений вам понадобится книга. Абсолютно любая книга, которую читает ваш ребенок сегодня. Кстати, напишите в комментариях, читает ли ваш ребенок книги, есть ли у него любимая книга, любит ли он их, тянется ли он к ним, или же интерес к книгам напрочь отсутствует. В своем бесплатном мини-курсе я как раз рассказываю, как помочь ребенку привить любовь к чтению, к книгам и вместо увлечения гаджетами начать их читать по вечерам самостоятельно. Ссылку на курс я оставила в шапке канала. Первое упражнение. Найди слово. Это одно из самых простых упражнений на внимательность и умение вычленять из текста нужную информацию. Ребенку нужно предложить такую игру. Отыщи на одной странице книги определенное слово, которое вы загадали, и посчитай, сколько раз оно у тебя встречается. Второе упражнение называется «Сбор урожая». Эта методика помогает усвоить прочитанный материал и перевести его из оперативной памяти в долговременную. Суть техники состоит в следующем. Ребенок после прочтения каждого смыслового блока, ну или просто абзаца, должен сделать паузу, отвернуться от текста или просто закрыть вот так глазки и представить себе этот текст в виде образа, схемы, картинки. То есть вы непосредственно говорите: прочитай текст, стоп, закрываем глаза, представляем себе, о чем ты прочитал. После этого он кратко рассказывает о прочитанном, буквально 1-2 предложения, и читает текст дальше. Это позволит в дальнейшем формировать у ребенка навык пересказа и понимания текста. Третье упражнение тренирует внимание. Ребенок читает текст и по команде «Остановись» отрывает голову от книги, закрывает глаза и отдыхает. Буквально несколько секунд. А по команде «Начинай» ребенок должен найти то место в книге, где он закончил читать, и продолжить читать именно с него. Для 2 заключительных упражнений вам понадобится смартфон, планшет или ноутбук. Первое из этих упражнений называется «Чтение столбиков слов». Предложите ребенку прочесть вот такие столбики слов. Читаем 3 раза. В первый раз читаете вы. Это нужно прочитать со взрослым. Второй раз ребенок читает самостоятельно, и в 3-й раз он читает на максимальной скорости. Как это влияет? Когда ребенок каждое слово прочитал 3 раза, то есть 1 раз он послушал, как правильно звучит это слово, 2-й раз он его уже прочитал, и в 3-й раз отработал на максимальной скорости, происходит следующее. Он успевает представить себе этот образ как картинку. Давайте посмотрим, как это может выглядеть на практике. Также вы можете использовать вот такую карточку, которая будет двигаться по тексту при 3-м прочтении, чтобы помогать ребенку прочитывать все эти слова максимально
быстро. А если вдруг ваш ребенок вот эти слова из 4 букв упорно делит на слоги, то вы можете использовать эту же карточку и двигать ее вот таким образом, закрывая начало слова, чтобы он избавлялся от привычной регрессии, то есть привычного перечитывания одного и того же слова, когда он читает, допустим, его сначала по слогам, потом целиком. А если же регрессии нет, если он читает все эти слова баня, буря, бусы, ваза, ватом уже хорошо и после вас прочитывает самостоятельно без ошибок, то он читает или закрывая карточкой, или на вдохе. Вдохнул полные легкие воздуха и быстро прочитал до следующего вдоха, задерживая дыхание. Заключительное наше упражнение – это анаграммы. Ребенку необходимо отгадать, какое слово зашифровано, изменив порядок букв. Давайте посмотрим, как это выглядит. Итак, у нас с вами, вы также сможете это упражнение скачать себе и использовать или переписать его непосредственно с видео. У нас здесь есть зашифрованное слово и место, где нужно написать правильный ответ. Такие упражнения игровые очень нравятся детям, но самое главное, они помогают сформировать понимание, какое слово здесь зашифровано, и формирование образа слова. То есть, когда он отгадывает эту анаграмму, ему нужно припомнить различные образы слов и, подставляя в них эти буквы, понять, это слово зашифровано или нет. Но вы не даете задание припоминать, это делается буквально автоматически. Ребенок просто ищет, что здесь, оказывается, у нас зашифровано слово орех. Ему нужно подумать и отгадать. И такие задания можно давать на определенное время, то есть пока он все не отгадает или где-то ему помогать. В дальнейшем вы можете давать самостоятельно анаграммы более длинные и более сложные. Этот комплекс упражнений необходимо выполнять каждый день в течение 30 минут. Уже через 2 недели вы увидите первые результаты. Ребенок станет читать быстрее, запоминать больше и, главное, понимать прочитанное. А теперь, как я и обещала, расскажу про упражнения, которые способны испортить любое обучение. И эту ошибку совершает огромное количество не только родителей, но и педагогов. Ошибку, которую в дальнейшем очень и очень сложно исправить. Это упражнение называется «Чтение с пальчиком». Я думаю, вы помните, как оно выглядит, но все равно покажу. Так, вы двигаете пальчиком под каждым словом, и кажется, что ребенок не теряет строчку, он лучше читает, меньше ошибается. Но на самом деле это не так. Заставляя ребенка следить пальцем, мы искусственно замедляем скорость его глаз. Скорость чтения привязывается именно к скорости пальца, и отучить от этого потом бывает очень и очень сложно. То есть ребенок все равно везде будет автоматически пытаться двигать пальцами по тексту, а его скорость может затормозиться на скорости 50-60 слов в минуту, и мы понимаем, что никак быстрее она не растет. Поэтому я призываю вас изначально не учить ребенка двигаться по строчкам пальцем. Надеюсь, это видео было интересным и полезным для вас. Обязательно напишите, какие из упражнений вы уже, возможно, применяли в прошлом, а какие упражнения стали для вас новыми, и вы планируете заниматься по ним с вашим ребенком или с вашим учеником. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить еще больше полезных видео. И до встречи в следующем ролике.